Вот есть простые мини-ПК, а есть билинки. Это Beelink EQR5. На AMD Ryzen 5 Pro процессоре, в данном случае у меня, конечно, 5650, но они сейчас идут только 5500U процессор AMD Ryzen Pro. При этом здесь 7-ядерная графика Radeon. И вы думаете поиграть? Нет, немножко не игровой. Но это стабильный, классный офисный компьютер, который имеет несколько особенностей. Одна из особенностей — это встроенный блок питания. Да, вы не ослышались. Обычно на мини-ПК это дополнительный блок питания. Вы начинаете что-то куда-то лепить. А здесь вот, пожалуйста, та-дам, один кабель и все. При том, что базово здесь стоит 16 гигов оперативной памяти DDR4, но можно поставить 64. 64. Два SSD-шника можно влепить по 4 терабайта. M2, NVMe SSD-шники. PCI-Express именно 3.0 X4, кстати, на 4 шины. И плюс здесь два LAN-порта по гигабиту. Вы сейчас обязательно на распаковке увидите, я внутренности разберу. А еще его отличительная черта — это то, что он невероятно тихий. Невероятно тихий, и это 32-35 дБ, и вообще вы его не слышите. При том, что еще со времен, когда я делал обзор на большое количество билинков, последний крутой, который я прям вот мне нравился, это был SR7, SR8, да, который я делал на 7340 процах, на 84, короче, на графике на мобильной 890, 850 или 890. Блин, напишите, не помню уже, я уже запутался, они столько сейчас модификаций наделали. Но этот мини-ПК мне понравился своей реальной стабильностью. Изначально идет с предустановленной виндой, работает качественно, и цена, они немножко смогли удержать цену на фоне роста цен на память и на SSD, NVMe, именно накопители. Поэтому мы сейчас с вами идем его распаковываем. Перед этим, конечно же, подписываемся. Нажимаем колокольчик. Ссылки в описании под видео и на промокоды, если вы на aliexpress.com закупаетесь. Потому что вот Beelink — это One Love. Это завод АЗВ. Раньше не делали крутые ТВ-боксы, но там с программным обеспечением у них были проблемы. А тут Microsoft делает программное обеспечение, поэтому по железу это прям топ. Все, ребят, переходим. Технозон. Ну что, Белинчик EQR, да, пластик, сразу говорю, это пластиковый корпус, как всегда хляст для открытия, сейчас мы будем его разбирать. Спереди у нас USB-шка, есть Type-C-шка, у нас, видите, USB-C, есть разъем 3.5, кнопка включения, а вот сзади целый набор интерфейсов. Раз, два, три USB, два LAN, два HDMI, разъем питания под вот такой вот кабель. Кстати, в комплекте есть еще вот такой вот HDMI кабель. Блок питания встроен внутри. Вот это большой плюс его. То есть, если вы подвесили за мониторчик, то не нужно мучиться с наружным блоком питания. Видим выходящую систему охлаждения. И, в принципе, тут у нас все. Давайте его теперь разберем. Итак, мы его разобрали. Теперь смотрите гениальное решение инженеров Beelink. SSD-шник у нас внизу. Сверху радиатор охлаждения SSD, который имеет дополнительный боковой слот еще под одну SSD, который закрывается сверху еще одним радиатором. Я сейчас соберу, и вы увидите, насколько это конструктивно классно сидит. 2280. Ну, у нас тут стоит, что у нас там, Gutestat. Обыкновенный китайский PCI-Express 3.0, ничего примечательного, но и не самый плохой. Стоит Wi-Fi модуль 2230, это MGV, ну, там AX210 NGV интеловский. Ничего для нас, в принципе, нового, такого суперового не показали. По плате, смотрите, это конкретный АЗВ. АЗВ, вот он, EQR5, еще и даже не первая ревизия, уже постревизионная плата, которая, в принципе, это уже хорошо, серьезно говорю. Давайте его сейчас соберу, вы посмотрите, как это выглядит. Смотрите, это вот таким вот образом закрывается. Вот видите, еще один просто-напросто. И все. Смотрите, у нас получается вот такая вот радиаторная система охлаждения. Прикольная. Память. Ну, это Yankee. Это, в принципе, DDR4, обыкновенная память. При этом он поддерживает двухканал. Немного неудобно монтировать. Нижняя перекрывает верхнюю крепление. Но, в принципе, мелочи жизни. Можно ставить, по идее, до 32 гигов. Да, вообще, может и до 64. Не знаю, до 32 точно. Все, в принципе. Плата чистая, блок питания встроенный. Поэтому можно
Видите, вот и за что я люблю вот Belink, как они умеют красиво делать. У них обязательно будет хляст для открытия, видите, для модификации. То есть, когда ты открываешь, оп, ты тянешь за хлястик, который они всегда делают в своих модельках. Вот за это я Belink очень люблю. Ну что, я его соберу, настрою и будем уже тестировать. Конечно же, после распаковки идет AliExpress. 464, почти 465 баксов. Если вы закупаетесь на aliexpress.com, то в описании под видео есть промокоды и, конечно же, ссылка на проверенного продавца, где конкретно брали мы. И хотя вот вы сейчас здесь видите Ryzen 5 5500U, а мы тестируем 5650U, то фактически один и тот же самый процессор с разницей всего лишь в пару процентов производительности. Ничего интересного и разницы никакой я не заметил. И в принципе Belink отказался от 5650U, потому что нет смысла переплачивать, потому что фактически та же самая производительность. Сейчас в продаже конкретно версия 16 на 500, 16 гигов DDR4 на 500 гигабайт SSD, конкретно так, как у нас в модели и есть. Вот, пожалуйста, характеристики. Теперь смотрим 5500 2.1-4 ГГц, 6 ядер, 12 потоков с кэшем третьего уровня. Это мы сейчас сами все увидим. А давайте так, 7 ядер у нас графика Radeon Graphics. Максимально 64 гига все-таки, видите? 64 гига. Auto Power On, Wake On LAN поддерживается. И, кстати, поддерживается TPM 2.0, AMD PSP 11.0. И насчет Wake On LAN очень-очень круто, потому что я работал на нем через вот такой вот Pico KVM, когда я был в командировке, и вот таким вот Pico KVM управлял им за 2500 километров, потому что у меня здесь интернет именно быстрый, мне нужно было работать с облаком. Да. Я управлял, и когда, допустим, гасили у меня свет, там включали, я его через Wake On LAN поднимал. И через USB он поднимался спокойно, через Pico KVM срабатывал. Поэтому да, это он поддерживает. У него есть Ethernet Realtek 8111H 1000 мегабитный. Ну, это мы уже поняли, что 4К 60 Гц он поддерживает. Intel AX200, там 210 NGX стоит, по-моему. И вот смотрите, они там на стабильность упор делают. А вот насчет тишины действительно очень тихий, его вообще не слышно, 32 дБ заявляют. При том, что это какая-то у них MSC 2.0 Cooling System. Ну, в чем заключается? В том, что во всем, в принципе, то же самое стояло в CR7, да, который у меня был, CR9 и все остальное. То есть не вижу никаких. Двойной гигабитный порт. И смотрите, как они заявляют, что в библиотеке 40 дБ средний шум, а тут 32 дБ. 85 Вт встроенный блок питания, который мы с вами видели. Вот в чем вопрос. Тут пластины плюс трубки, короче, вот это вот их охлаждение, плюс SSD HeatSink. Ну, это тоже мы с вами видели. Делают упор на офисность, но не только офисность, я вам скажу, здесь может быть. 4 ГГц в турбобусте, как мы уже поняли, 7 графических ядер. Ну и смотрите, 3D Mark заявляется 1300, говорю сразу, там 1100 с чем-то набрал, не более, не менее. С Wi-Fi 6, PCI Express 3.0 X4 стоит, и что? И все. Да, кстати, по портам, непонятно было на распаковке, какие из них какие. Вот эти два у нас идут USB 3.2 сзади 10 гигабитный, один USB 2.0, и спереди у нас идет тоже 10 гигабитный USB 3.2. А вот это, кстати, очень и очень круто. Давайте мы с вами... Да, здесь все понятно. Давайте с вами включаем уже на тесты и сразу видим результаты 3D Mark. 1132 балла. А это значит, что, например, GTA 5 у нас будет на 1085p Ultra. Нафига они пишут 145 FPS? Ну не будет там 145 плюс FPS. И в Apex там 90 плюс, 95 плюс не будет, как они заявляют. И, честно говоря, на DirectX 12 вот такой вот результат они там показывают, что вроде бы так очень круто, но нет. Супер игровым я его точно не назову. Однако что-то поиграть мы попробуем. Смотрите, AMD Ryzen 5 Pro. Cezanne у нас, кто как читает, вот напишите мне, вот интересно, эти кодовые имена. Я читаю Cezanne, да, 7-нанометровый, кэш третьего уровня, кстати, вот в этом варианте 16 мегабайт, в 5500 там 8 возможно. Дальше, материночка у нас на PCI Express 3, это мы уже с вами поняли по заявлениям. Графический интерфейс PCI Express 4, память у нас в двухканале. Хорошо, 16 гигов и, в принципе, по графике. А давайте забенчим проц и посмотрим,
что у нас по синтетике выдаст. По синтетике выдал ожидаемые баллы 583 в одноядерном, 415 в многоядерном. С чем можно сравнить? Сейчас посмотрим. Давайте начнем там Ryzen 7 какой-нибудь 1800X. А вот я в принципе и угадал. В одноядерном Ryzen 7 1800X проиграет, а выиграет немножечко в многоядерном тесте. А если смотреть, допустим, видите, здесь у нас 6 ядер, 12 потоков, то там на этом процессе 8 ядер, 16 потоков. Немножко неправильно так сравнивать. Intel Core i7 8700K проигрывает этому процессу, если брать равноценность. Сейчас мы посмотрим какой-нибудь... Ryzen 5 9600. 9600, конечно же, десктопный будет его обходить. В одноядерном он как Intel Core i7, он 10700. В многоядерном трудно сравнивать 6 против 8 ядер. Он в одноядерном даже примерно как Intel Core i9 9900. Кстати, очень неплохо, 2700X. Будем ориентироваться, что он приблизительно как 1800X, 8 ядер, 16 потоков на самом деле. А это уже совсем другое дело. По графике, видите, здесь Radeon Graphics 7-нанометровая, 128 бит шина, при том, что выделила сразу 4 гигабайта оперативной памяти из общей DDR4. Надо это тоже учитывать. Direct Compute, OpenCL, Vulkan, OpenGL, все абсолютно стандартно для встройки. По дискам вы сразу видите тест скорости. Тест скорости ожидаемо хороший для именно PCI Express 3, PCI Express 3.0 X4, 3528 на чтение прямое, 2,7 гигабайта на запись, это отличная, для такого компьютера это вообще отличная скорость. NVMe Express 1.4 стандарт, и кстати, по поводу нагрева абсолютно никакого перегрева не было. В моменты теста он достигал температуры 57-58 градусов, что является не то что не критичным, а абсолютно нормальной температурой. По PCMark 10 тесту я даже заморочился и провел Extended, расширенный тест, который включал в себе базовый гейминг. Почему была интересна температура? Во-первых, 4958 баллов, отличный результат, и объясню, в чем фишка. 11469 баллов — это у нас работа с офисными программами. При этом обыкновенное написательные приложения по типу Word и других текстовых процессоров 8339, а вот работа с таблицами 15775. Это один из самых высоких показателей для такого уровня процессоров, которые я видел. И здесь один из очень важных моментов — это Recalculate Monte Carlo тест, который считает большие массивы данных. 1 секунда. 1 секунда 42 тысячных и 42 тысячных секунды. То есть 1 секунда по факту Recalculate Monte Carlo. Чтобы вы понимали, допустим, на Intel N150 это займет 90 секунд. А здесь 1 секунда. 1 секунда, это прям вот очень классный показатель для работы с офисными документами, круто. Теперь по веб-браузингу 11 тысяч, извините меня, вы можете браузить любые, допустим, смотреть видео, вы можете любой сложности страницы открывать, вы можете делать все, что хотите. Shop Animate 3D Objects 134 FPS, как в принципе даже на каких-то дискретных видеокартах у меня такое было. Да, я не беру, конечно, RTX серию, там 5 или 4 серии, где там по 300 FPS выдавала. Shop View Image 57 FPS. Это очень хорошие показатели. По видеоконференции беспроблемно. По старту приложений, конечно же, тут все тоже абсолютно стандартно, но я не скажу, что самый лучший результат, но выше среднего. По редактированию видео и фотографий. Фотографии редактируйте вообще беспроблемно. Photoshop, GIMP, все что угодно. Adobe Express какой-нибудь. Потом дальше рендеринг. Графика отлично. По видео, к сожалению, нет. 21 фактический кадр в предпросмотре. На лету это будет небольшие фризы и тормоза, хотя вы можете всегда монтировать с помощью прокси. Те, кто занимается монтажом, те знают, о чем я говорю. По игровым возможностям, такое себе я вам скажу. 18 FPS Graphic Text 1, 15 FPS Graphic Test 2, и это такой посредственный результат, которого хватит на базовые какие-то игры.
Хотя в те же самые танки, полноценные танки, не в блицы, поиграть вы очень даже можете. Спокойно стартанули и поехали играть. Смотрите, давай уже стартуй. Обратите внимание, у нас при 100% загруженности CPU выдает 72 градуса, и температуру мы, конечно же, на тестах сейчас посмотрим. Потому что вся температура в моменты тестирования у нас есть. Нагрева у данного мини-ПК абсолютно нет. Мы видим сейчас 50 FPS. Да, для профессионального танкиста, возможно, это не подойдет. Но на ежедневную танковые пару баталий, либо пару сессий очень даже зайдет. Потому что все очень хорошо работает. Давайте мы просто тупо сольемся сейчас. Давайте. Бам! Есть! Мы попали. Сейчас всех разведаем. Мы молодцы, мы всех разведали, мы победили. И вот такие вот мы красивые. Все, всех засветили и свою роль светлячка мы выполнили. Теперь по температурам. Давайте посмотрим по частотам, которые мы досягали. И сами по себе температуры. Есть у нас мониторинг детали. Пиковые частоты нам обещали 4,2, так как это 56-50, вообще спокойно достигают пиковых частот. То есть в 55-50 будет спокойно, в 55-00 будет спокойно 4 ГГц. Проблем я никаких не вижу в этом деле. Хочу посмотреть на температуру CPU пиковую. Ну, вот, давайте 62, 68, вот 71 была пиковая на GPU загрузки у нас, это GPU загрузки. Вот, на 99 GPU загрузки у нас была температура проца 54-55. Вообще в играх, конечно же, 70-75 он будет достигать, и тут как бы никто не будет ничего говорить. Для AMD процессоров, при этом для мобильных процессоров, это абсолютно нормальная ситуация. Ни о каком перегреве и тротлинге здесь не идет речи. И, к сожалению, даже то, что на тестах, на минимальных показателях графики показывает 60 FPS, на Counter-Strike, да, есть пролагивания, которые будут вам, откровенно говоря, мешать играть, поэтому вот абсолютно не для игр. В танчики играйте, Hearthstone играйте, в близзардовские игры какие-то играйте, например, там StarCraft, пожалуйста, он здесь пойдет очень даже запросто, но, допустим, при попытке там какой-то активной стрельбы вы будете провисать здесь до 20 FPS, и, честно говоря, игра будет такая себе. Что касаемо каких-то там какого-то браузинга, пожалуйста, браузите. Вы можете там, давайте я зайду там, например, подробности UA, новости. Все очень быстро. Можем зайти там на Facebook. Я именно показываю моменты загрузки страницы. Знаете, благодаря чему тут такие, допустим, моменты загрузки страницы? Потому что у нас сейчас подключен он через 1000 мегабитные LAN, и он выдает 1000 мегабит чистых через LAN. То есть здесь честные два порта по 1000 мегабит. Конечно же, их можно использовать для, допустим, организации туннелирования, для тех, кто понимает, о чем идет речь. Например, можно использовать для сделать из него роутер, грубо говоря, какой-нибудь VPN-сервер, да, там, либо, короче, все знают прекрасно, о чем я говорю. Либо использовать для подключения к роутерам, которые поддерживают, например, агрегацию 1+1 и будет 2 гигабита. Такое тоже возможно. Либо балансировка нагрузки, либо какие-то промышленных, каких-то, либо офисных задачах. Бывает такое, что необходимо резервироваться, да, там, иметь резервную линию на безостановочном производстве, либо безостановочном процессе, где с одного пропало, на другой переключилось, это тоже отлично работает. По Wi-Fi, давайте проверим Wi-Fi. Сейчас мы выключим LAN RJ45, подключим, давайте Wi-Fi. Мы подключим, конечно же, 160 мегагерцовый, для того, чтобы не было... уже подключилось. И тестанем еще разочек. Посмотрим. Стандартный Wi-Fi 6, NGV, нормальный модуль, 890 гигабит. Давайте мы, наверное, на другой, на какой-то сервер. Дата-групп раньше давал хорошие показатели, не знаю, как сейчас. Слабоват дата-групп стал. Давайте на гигабит.нет на Киев. Ну, в общем-то, я вам скажу, максимально то, что я видел из того, что работало, это 1,4, 1,6 гигабит. Ну, сейчас попробуем поднять свой сервер, потому что все прекрасно понимают, в каких условиях работают сейчас. Так, стартуем 5 гигагерцовый Wi-Fi и получаем, я же говорил, больше гигабит 1,2,
Ну давай, 1,3 сможешь? 1,2 гигабита. Шикарные показатели. Кто имеет больше гигабита вообще? Тут по Wi-Fi 1,2 выдают. Сейчас 2,4 протестируем. Сервер, конечно, пришлось поднять на компе, который пишет, поэтому могут быть такие показатели. Не пугаемся. 1,2 дает стабильных 160-170 до 200 мегабит. Это, кстати, очень хороший показатель, я ничего не могу сказать. Для 2,4, для устаревшего мусорного диапазона вообще отлично. 5 ГГц мы сейчас перепроверим еще на спидтесте, чтобы вы видели, что на отдачу тут не 300 мегабит, но чтобы было все честно, да, потом скажете, а 300. Мне главное было максимально показать вам загрузку, да, что 1,2. Вообще 1,4 это то, что в пике я видел. 190 на 109. Хороший показатель для старых роутеров. На более новых роутерах чуть все по-другому. Подключаем, пробуем. О, вот, пожалуйста, мы на внешний мир будем получать, вот мы сейчас, это вообще, это университет Марибора, его, там, грубо говоря, через все вот эти узлы, которые идут, 800 мегабит мы имеем на загрузку. На выгрузку будем сейчас иметь, сейчас посмотрим, 500, 600, 700, то же самое. То есть здесь модули работают отлично. Все зависит от узлов, которые готовы, либо не готовы принять, либо выдать необходимую скорость. У меня проблем с Wi-Fi и с LAN RJ45 вообще никаких не возникло. При том, что вы здесь можете смотреть фильмы. Ну, у нас стандартная проверка на, допустим, тот же самый стриминг. Вот я вчера, допустим, там делал свое видео, могу вам показать. И мы с вами имеем... Давайте развернем. Это 1080p 60 Гц. Но можно же посмотреть и 4К, допустим. На наших 4К геоплейсах та же самая Дикая река, знаменитая. Сейчас мы их найдем. Вот она. Это важный момент. Мы видим, что у нас абсолютно все идеально. Мы выбираем 4К 60 FPS. И он спокойно тягает 4К 60 FPS. Спокойно. Ну, я знаю, что статистику он даст. Статистика, пожалуйста, 0 дропов. 6 стартовых для разворачивания интерфейса, 0 дропов текущих. О чем можно говорить? Спокойно смотрите фильмы. С внешних устройств, с сайтов, допустим, с YouTube, пожалуйста. Все будет отлично работать. При том, что здесь будет работать такой же стриминг, там, как Netflix, например. Да? А когда я говорил, что он классно работает с, допустим, теми же самыми Excel и тому подобное, вот мы сейчас создадим с вами там какое-то текстовое значение, простое значение. Мы создадим сейчас с вами огромную матрицу, и вы посмотрите, насколько он ее растягивает. Почему важно именно растягивание? Смотрите, потому что каждую строку он не просто копирует, он рекалькулирует в растягивании. Если говорить там, допустим, о копировании, то это там 1 секунда, полсекунды любого массива, оно просто переносит значение в ячейках. А когда оно переносит и плюс рекалькулирует каждую, то это очень такой, знаете, классный показатель. Вот, смотрите. И мы уже с вами имеем вот такой вот огромный массив данных. Давайте сейчас. Вот так вот огромный массив данных, который переносится, масштабируется тоже абсолютно идеально. Для меня это вообще показательный тест, когда ты там не сидишь, не ждешь, у тебя не будут висеть базы данных, у тебя будет работать практически любое офисное приложение. И хочу закончить, в принципе, вот именно Tomb Raider, показать, что не совсем игровой, хотя... Вот знаете, поиграть можно. 24 кадра. Такой киношный эффект вообще в Tomb Raider. Смотрите, ну, целится не ахти как хорошо, в принципе. На 24 кадрах это не очень, блин. Хотя с киноэффектом играешь. Такой, знаете, интересный момент. Вылазь уже, давай сюда. Есть еще один контакт. Давай, а ну иди сюда. На. Ух ты, как я мог промазать, а? На. Ребят, готов сделать выводы по данному мини-ПК прямо вот здесь, не отходя от кассы, скажем так. ПК от Belink это всегда качество. Это ПК, которые работают, мини-ПК, которые работают годами. Годами это качественная сборка, это качественные материалы. Да, конечно, они ушли в сторону, допустим, китайских производителей SSD и памяти из-за большого роста. Это позволило им сохранить более-менее нормальные цены. Но в целом ПК работает очень быстро, отклик шикарен. Поиграть во что? Да поиграйте, пожалуйста, там, в карточные какие-то игры, казуальные, либо World of Tanks. Вот это то, что он может потянуть. А рассчитывать на то, что это игровой ПК, нет.
Очень классно работает с офисными приложениями, можно работать с графикой, можно браузить, можно работать с соцсетями, смотреть кино. И рекомендую ли я его? Однозначно шикарный мини-ПК за свои деньги от Beelink. Мои рекомендации есть, ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.